Любовный кекс. Проблема в том, что я не люблю жену. Проблема в том, что я жену не люблю как положено и с самого начала, кажется, вовсе не любил. Но и оставить не могу, жалко. Так получилось, что мы познакомились на заре интернета по переписке, она жила в далеком от меня городе и вдруг решила приехать в гости. Мне было уже 23, у меня на счету были только неудачные романы, а тут вдруг мы с этой приезжей девушкой переспали, и я посчитал себя обязанным на ней жениться и провести остаток жизни. Ну, раз уж она ради меня преодолела такое расстояние и трудности, хотя она и не выглядела как девушка моей мечты. В общем, так и получилось, через полгода свадьба, переезд к ней, потому что жена не поладила с моей мамой, а я, раз теперь муж, сделал выбор в пользу нее. Первые 2 года романтика в малообеспеченной семье, рождение старшей дочки. Я пошел в гору, и жена побудила меня переехать в Москву, чтобы расширить карьерные возможности. Я ей благодарен, она оказалась права, в Москве я нашел и достаток для семьи, и много новых знакомств. Мы взяли в кредит квартиру, жена с головой ушла в домохозяйство и воспитание детей, я в работу, соцсети и увлечения друзей. Где-то в тот момент, десяток лет назад, нам уже не было интересно быть вместе. Потихоньку сходил на нет и секс, сейчас условно раз в месяц, довольно механически. Жена толстела и становилась домоседкой, которую я не могу вытащить ни на прогулку вдвоем, только с детьми в места, где может быть интересно детям, ни на концерты, ни на природу. Я всегда старался быть ей верным, потому что так надо, и не отвечал на заигрывание со мной девушек, несколько раз прошел мимо шанса на секс на стороне. Но все-таки сломался и изменил. Несколько лет назад познакомился в соцсети с красивой девушкой из другого города и страны, которая была в отчаянном положении по жизненным обстоятельствам. Она была замужем, но, как позже оказалось, была недовольна холодностью к ней мужа. Мы стали переписываться, и началось что-то для меня невиданное и невероятное. Буря страсти и водоворот откровенности. Настоящая любовь, про которую я вообще не знал раньше, что это такое. Мы встретились, и оказалось, что нас тянет друг к другу и физически. Я наплевал на все, и у нас был такой фантастический секс, который я до конца жизни не забуду. Думаю, что для жены это все не осталось незамеченным, но она ни разу мне ничего не сказала. Лишь только один раз уговаривала меня не ездить в тот город, обосновывая это другими причинами. Она вообще не любит быть со мной откровенной. Девушке же это я причинил жестокие страдания тем, что я так и не ушел от жены в тот момент, когда она нуждалась во мне больше всего. Я не нашел в себе на это сил, потому что мне жену очень жалко. Она материально зависима от меня, да и как вот бросить детей, оставить без отцовской заботы? Девушке потребовалась помощь психотерапевта, чтобы выйти из этой истории. Мы с ней сохранили дружбу, и я абсолютно зависим от ее слов и хотя бы виртуального присутствия до сих пор. Я не могу прожить день, чтобы не перекинуться хоть парой слов и не узнать, что с ней все хорошо. Часто делаю подарки ей и говорю, что ее люблю, и вообще у меня ощущение, что истинная моя жена – это только она, а я живу в затянувшемся странном недоразумении. Только с ее стороны последовала здоровая реакция отторжения. Она обратилась вновь к мужу и нашла в нем сильные стороны, которых раньше не замечала, в чем-то его переделала. И теперь он у нее стал более отзывчивым, и вроде бы как у них уже нормальная спокойная любовь. Правда, и со мной она не перестает дружить, хотя регулярно просит, чтобы я не говорил лишнего. С женой мы живем в разных комнатах, она с младшей дочкой, так уж повелось с младенчества, и общаемся только по ерунде. На разговор о чем-то серьезном мне не удавалось ее вывести ни разу. Если я настаиваю, она просто запирается в себе и молчит. Хоть бы уж обвинила меня, что ли, мне бы было легче. Но мне кажется, ей все равно, жизнь не так хороша, а что тут есть я с закидонами, но есть и ладно. Меняться ради меня она не будет, уже 3 раза ее об этом прямо просил. Теперь я уже и не знаю, могу ли я и хочу ли я ломать семью, и ради чего. Иной раз хочется просто не дожить до 50. Но детей жалко, они-то меня любят. Друзья, вот такая реальная история из жизни. Подписывайтесь на канал, а обязательно пишите советы.